Привет, друзья! Летний сезон в самом разгаре, а я все еще не готовил плов. Сегодня хочу поделиться самым обычным, самым простым и вкусным в моем понимании пловом из баранины. Ну а прежде чем мы начнем, хотел бы порекомендовать вам магазин МХ-шоп. В МХ-шоп вы можете приобрести узбекские, казаны афганские, казаны печи, подказаны торцевые доски, шампура и многое другое. Доставляют в каждый город России и по всему миру. Просто напишите им в WhatsApp, чтобы узнать условия доставки в ваш регион. Ну а если напишите, что пришли от Тихона, то получите приятный бонус. А мы продолжаем готовить. И первым делом нам нужно запарить рис. Конечно же, перед этим я его промыл хорошенько, 5 раз примерно, пока вода не стала прозрачной. Заливаю рис горячей водой, чтобы она полностью его покрывала. И сразу добавлю столовую ложку соли, чтобы рис сразу начал напитываться соленой водой. Существует огромное количество пловов: азербайджанский, узбекский, ферганский, чайханский, свадебный и еще какой-то. В моем понимании каждый плов хорош по-своему, но для себя я сформировал определенный набор вкусов. Начнем, конечно же, с моркови. Ее должно быть столько же, сколько и мяса, и столько, сколько и риса. Сегодня я готовлю в количестве по 2 килограмма продуктов. И морковь нужно нарезать крупными брусочками. Под крупными брусочками я подразумеваю вот такие. Отлично. Также на все это количество нам понадобится одна хорошая луковица репчатого лука. Нарежем полукольцами. И давайте быстренько пробежимся по остальным ингредиентам. Из специй я буду использовать куркуму, зиру, набор перцев и барбарис. Также мне нравится использовать нут. Я замочил его с вечера. Перепелиные яйца, немного вкусного изюма и, конечно же, острый перец и чеснок. Часть специй, которые пойдут в зирвак, я предварительно измельчу, а именно зиру и набор перцев. У меня здесь смесь черного, белого и розового. И столовая ложка зиры. Растертые и перемолотые, они намного ярче отдадут свой вкус в зирвак. Ну и теперь переходим к мясу. Нам нужно разделать баранину. Для плова идеально использовать заднюю часть бараньей туши. Здесь есть и курдюк, и мясо, и кости, которые сделают ваш плов максимально насыщенным. Первым делом срежем лишний жир, курдюк, нарежем его мелким кубиком. Он нам понадобится в самом начале для вытапливания и обжаривания других продуктов. Мясо для плова я нарезаю достаточно крупными кусками, чуть крупнее, чем на шашлык, чтобы во время приготовления и тушения куски мяса не растворились. Шикарно. И отправляемся разогревать казан. На 12-литровый казан нам потребуется 400 грамм жира. Можно взять чистый курдюк, можно смешать с растительным маслом 50 на 50. Начнем с щепочек. И штучки 4 средних дровишек. Наша задача, чтобы казан сейчас нагревался постепенно, вытапливая максимальное количество жира из курдюка. Поэтому отправляю его в холодный казан. Отлично, курдюк полностью вытопился, и можем его вытаскивать. Кому-то нравится делать из него закуску, посыпав его зирой, перцем, солью и немного репчатым луком. Но я его выбрасываю. Посмотрите, какие шкварки. Даже для Тихона столько курдюка слишком жирно. Закладываем обжариваться кости и мясо. Первым делом отправляем обжариваться кости. Впоследствии эти кости можно убрать. Сейчас они нам нужны, чтобы они отдали максимальное количество аромата, мясного концентрированного вкуса в масло. Потом оставим только одну косточку так для навара зирвака. Ждем минут 10, чтобы
чтобы они хорошенько обжарились, вытаскиваем и закладываем мясо. Вытаскиваем кости из казана и отправляем обжариваться мясо. Ему тоже нужно задать красивую золотистую корочку со всех сторон. Не трогаем его минуты 4-5, даем хорошенько прихватиться первой стороне и только после этого переворачиваем. Отлично. Мясо великолепно обжарилось. Добавляем к нему репчатый лук, обжарим буквально 2 минуты, чтобы он немножко размягчился, и добавляем половину моркови. Засыпаю морковь. И именно сейчас засыпаю первую часть специй. Это перемолотый перец, зира, куркума и немного соли. Потом досолим сам зирвак, чтобы специи начали разогреваться. Куркума в сочетании с морковью очень красиво окрашивает жир, который впоследствии окрасит наш плов, что сделает его очень красивым и нарядным. Ну просто красота, а ароматы уже идут невероятные. Теперь закладываем оставшиеся части для зирвака. Как я и говорил, мне очень нравится использовать нут. Добавляю его. Немного хорошего крупного изюма и барбарис. Он придаст отличную кислинку плову. И засыпаем все остатками моркови, под которой все будет томиться. Теперь наша задача добавить зирвак в воду. Воды должно быть столько, чтобы она полностью покрывала морковь. При этом сама вода должна быть теплая или горячая, иначе есть риск того, что казан треснет. И, конечно же, в зирвак добавляем чеснок, острый перец и возвращаем одну косточку, как я и говорил. Не забываем попробовать на соль. При необходимости нужно зирвак досолить. Он должен быть чуть-чуть пересолен, потому что излишки соли потом уйдут в рис. Косточку. Закрываем зирвак крышкой и будем томить его на медленном огне 45-50 минут. Можно это сделать, убрав крупные поленья, оставив небольшие угольки. Или если у вас печка с заслонками, то просто закройте заслонки, чтобы жар был поменьше. Нам остается ждать. Зирвак томился 45 минут. Теперь огонь увеличиваем, тягу увеличиваем, чтобы у нас началось активное кипение. После этого мы сможем добавить рис. К этому моменту воду из риса уже можно слить. Посмотрите, как он набух и каким белоснежным он стал. Просто потрясающий рис. И аккуратно выкладываем его поверх зирвака. С водой в плове главное не переборщить, чтобы не получить липкий рис. Она должна буквально чуть-чуть покрывать все рисинки. Поэтому вначале разравниваете, смотрите и в случае необходимости доливаете немного теплой воды. И сверху на рис насыплю еще немного зиры для аромата. Нам остается ждать. Минут через 10-15 можно будет снять верхние слои риса и перевернуть их, тем самым поменять их местами с нижними слоями риса. После этого, постепенно собирая к центру, следить за тем, чтобы рис полностью пропарился и приготовился. На это уйдет, не больше 30 минут. Сделаю небольшие углубления, чтобы пар лучше выходил. Прикрою крышкой. Ну что, давайте подавать наш плов. И мне при подаче нравится добавлять перепелиные яички.
Вот так просто и незамысловато я готовлю плов, который мне больше всего нравится. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте посмотрим на мясо и на рис. И рис хороший, и нут мягкий, и мясо, самое главное, распадается по волокнам. Ну а так как плов это скорее про рис, чем про мясо, то самое главное, чтобы рис был вкусным.